Друзья, в сети нередко можно увидеть странные кадры. Небольшой самолет идет на предельно малой высоте рядом с аэродромом, и вдруг из-под него падает предмет, очень похожий на якорь от лодки. Со стороны это выглядит как минимум загадочно. Может показаться, что пилот выполняет какой-то рискованный трюк или даже аварийную процедуру. Но на самом деле все гораздо прозаичнее и одновременно интереснее. Этот прием давно используется в гражданской авиации и напрямую связан с воздушной рекламой. Так называемый якорь вовсе не элемент спасательного оборудования и не эффектный трюк. Это рабочий инструмент, с помощью которого самолет подхватывает рекламные баннеры прямо в воздухе. В профессиональной среде его чаще называют тросом с крюком, хотя сами пилоты иногда по привычке именуют его якорем. На небольших самолетах пилот выпускает этот крюк прямо из кабины, а сам трос закреплен под нижней частью фюзеляжа. В более крупных машинах с закрытой кабиной система работает схожим образом. Крюк крепится под фюзеляжем или в хвостовой части и выпускается нажатием кнопки перед самим маневром. Параллельно с этим на земле заранее устанавливают простую, но продуманную конструкцию – две небольшие мачты, между которыми натянут трос с закрепленным рекламным баннером. Самолет проходит строго между этими мачтами на минимальной высоте и ограниченной скорости. В нужный момент пилот сбрасывает крюк, он цепляет трос, баннер отрывается от земли, после чего самолет плавно увеличивает тягу и начинает набирать высоту. Дальше остается лишь выйти на заданный маршрут и нести рекламу над городом или побережьем. Этот способ используется в рекламной авиации уже не одно десятилетие и давно считается стандартным. Но возникает логичный вопрос: зачем такие сложности? Почему бы просто не закрепить баннер к самолету заранее, еще на земле? Ответ кроется в аэродинамике. Длинный баннер при взлете создает огромное сопротивление воздуху. Для небольшого самолета это критично. Он может попросту не набрать нужную скорость и не оторваться от полосы. Именно поэтому баннер подхватывают уже в воздухе, когда самолет находится в стабильном полете. Хотя и здесь есть исключения. Самолеты с коротким взлетом иногда стартуют уже с прикрепленным баннером, но в таком случае он должен быть очень коротким, примерно от 2 до 5 метров. Вместо мачт несколько человек на земле держат края баннера, слегка приподнимая его. Однако для длинных полотен этот способ не подходит, поэтому чаще используют именно воздушный подхват. Несмотря на всю зрелищность, такой маневр считается безопасным при строгом соблюдении правил. Используются специально доработанные самолеты с усиленными креплениями, пилоты проходят отдельное обучение, а масса и площадь баннера жестко регламентируются. Полет выполняется только при подходящей погоде и по заранее отработанному сценарию. Любая импровизация здесь исключена. Вот такой необычный и малоизвестный метод используют пилоты малой авиации, чтобы поднять в небо рекламный баннер, который затем часами развивается за самолетом на протяжении всего маршрута. На этом у меня все. Спасибо за внимание.